Я помогла убить своей сестре и ее мать. Убийство жестокое. Жестокое, потому что мы ее подожгли. Это были кадры из колонии для несовершеннолетних девушек, которые совершили самые ужасные преступления. Больше всего меня поражает то, как съемочная группа вообще смогла взять интервью у этих ужасных людей. А как вы думаете, каково это сидеть напротив маньяка? Сегодня мы погрузимся в ужасающую атмосферу страшных преступлений. Вы из первых уст услышите мнение убийц и маньяков о том, что они совершили. Ведь в этом видео я специально для вас собрал самые интересные интервью с особо опасными преступниками со всего мира. Эдмунд Кемпер. Эдмунд Кемпер – один из немногих маньяков, которые были реально очень умными. Он даже проходил IQ-тесты и набирал в них очень большие баллы. А делал он это, будучи в психиатрической больнице, в которую попал после убийства бабушки и дедушки. Всего за пару лет этот эрудированный парень убил 8 человек, 6 студенток, родную мать и ее подругу. Всего от рук этого маньяка погибло 10 человек. Вы имели доступ к городку, потому что там работала ваша мать? Да. Я также мог общаться со студентами, потому что моя мать работала с ними. У нее была очень четкая и агрессивная прямолинейная позиция в отношении мужчин, что я наблюдал почти всю свою жизнь. Исходя из его рассказов, можно сделать вывод, что к таким ужасным поступкам он пришел из-за трудного детства. Его мать постоянно унижала его, закрывала в подвале, говорила, что он никогда не найдет себе девушку, так как сильно похож на отца. Все это расстраивало Эдмунда. В 15 лет он не выдержал нападок матери и уехал к отцу. Однако тот не смог его приютить, так как у него была уже новая семья. В итоге Эдмунд Кемпер переехал к бабушке с дедушкой, с которыми он также часто ссорился. Это и стало причиной первых 2 убийств. Почему вы на самом деле убивали девушек? Мое отчаяние, моя неспособность общаться в социальном плане, сексуальном. Я не был импотентом, но я был эмоциональным импотентом. Я до смерти боялся провала и отношения между мужчинами и женщинами. Я абсолютно ничего не знал об этом. Всего Эдмунд Кемпер убил 6 студенток. Все они были молодыми и красивыми девушками, у которых могло быть будущее. И самое ужасное то, что Эдмунд совершал свои преступления из сексуальных побуждений. Но больше всего поражает то, что все насильственные действия он совершал с уже мертвыми телами. Как вы могли держать в руках чью-то голову, и буквально в следующую минуту я все это делал через свои фантазии. Эта голова была в моих фантазиях. А через 5 минут я слышал стук в дверь. Убирал голову, открывал дверь. Там стояла хозяйка квартиры, и мы обсуждали. Обсуждали что? Реальность. Но куда страшнее видеть интервью из колонии для несовершеннолетних девушек. Самое ужасное то, что все эти молодые красивые девочки рассказывают, как они жестоко убивали других людей, когда их сверстницы разговаривают о мальчиках и новых нарядах. И я схватилась за нож. И так получилось. И что сделал с ножом? Что в нее порнул. Куда? Куда? Не знаю куда. Там много раз. Много раз? Да, 21 ножевых, да. Когда слушаешь все эти рассказы, не до конца понимаешь, что это реальность. И страшно представить, в каких условиях росли все эти дети, что они прошли и из-за чего начали убивать. Мне кажется, что такое просто невозможно в нашем мире. Но такие ужасы происходят все чаще и чаще. Вы только послушайте интервью с этой прекрасной девушкой. Она совсем не скрывает мыслей о совершенном. Вместе с подельником она ограбила бар и жестоко убила работницу, которая отказалась отдавать ключи. Когда слышишь эту историю, становится действительно страшно. Но еще хуже то, когда ты слышишь ее из первых уст. Убила женщину.
доверчиво на меня смотрите, как будто это не верите. Конечно. Трудно представить. Срок у меня 10 лет. Ричард Куклинский. Лично я пришел к мнению, что за всеми этими ужасами, которые совершают убийцы, стоит тяжелое детство. Посудите сами. Девочки из предыдущих интервью 100% росли в неблагополучных семьях, как и Эдмунд Кемпер. И у всех них, скорее всего, были проблемы с общением. Вот они и совершали свои ужасающие преступления. К этой теории подходит почти любой серийный маньяк. Вот взять, к примеру, Ричарда Куклинского. Его семья была настоящим воплощением ужаса. Мать была повернута на религии и избивала детей. Отец был алкоголиком, который и вовсе убил своего ребенка, а младший брат изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Звучит так, будто Ричард рос не в семье, а в колонии для людей, которые совершили тяжелые преступления. Естественно, в таких условиях вырасти нормальным человеком было практически невозможно. Я был человеком, который был способен причинить вред любому. В любое время. Без угрызений совести. И я мог делать это снова и снова. Вы считаете себя ассасином? Ассасином? Звучит так необычно. Я был просто убийцей. Ричард Куклинский работал на мафию киллером. По разным данным, он причастен к убийству от 100 до 150 человек. Но самое страшное тут то, что Ричард наслаждался своей работой. Он нередко в красках описывал все совершенные им преступления. И вот я приближаюсь к этому парню. Я с ним столкнулся. Но там все друг друга толкали. И у него случился сердечный приступ из-за гипотермии. Когда я подошел к нему, у меня в руках была игла. Правда, не у всех преступников на самом деле было тяжелое детство. Некоторые могли расти в достаточно хорошей семье, но все равно они совершали ужасные преступления. Вот, к примеру, Джеффри Даммер. Он убивал не потому, что он был обижен на общество, а потому что серьезно привязывался к людям и не хотел их отпускать. Не знаю, как выразиться. Обладать ими полностью. Не поэтому вы их убили? Да, именно. Не потому, что я был зол на них, не потому, что я ненавидел их, а потому, что хотел сохранить их при себе. И когда моя одержимость становилась все сильнее, я начал оставлять себе части их тел, черепа и скелеты. Джеффри был самым обычным работником шоколадной фабрики, пока не совершил 17 убийств. Стоит также отметить, что он убивал вообще всех, и девушек, и мужчин. Но самое страшное то, что помимо убийства, он также расчленял своих жертв и нередко практиковал каннибализм. Это процесс. Это не случается за одну ночь. Когда ты деперсонализуешь человека и воспринимаешь его только как объект. Объект для удовольствия, а не как живого, дышащего человека. Так проще совершить то, чего не следует совершать. Всех своих жертв Джеффри не воспринимал за людей. Он считал их обычными вещами, он не считал их личностями. Это и помогало убийце и каннибалу совершать все его ужасающие преступления на протяжении долгих 10 лет. Первое убийство не было запланировано. В 1978 году я возвращался из магазина. У меня была фантазия взять какого-нибудь пассажира, привезти его домой и иметь над ним полный контроль, и доминировать над ним. А здесь Джеффри Даммер описывает свое первое преступление. Он задушил и расчленил 18-летнего парня. Самое страшное то, что маньяк спрятал труп в канализационной трубе, из-за чего найти его было просто невозможно. Лишь когда Джеффри давал показания в полиции, он сознался в том, где спрятано тело того парня. А также он поделился тем, где и как он искал своих будущих жертв. В конечном итоге я стал посещать бары для геев.
И однажды я привел молодого человека в комнату отеля. Отель «Амбассадор». Я планировал предложить ему наркотики и провести вместе с ним ночь. У меня не было намерения причинить ему вред. Когда утром я проснулся, то увидел, что у него сломано ребро, у меня были синяки. И я понял, что избил его до смерти кулаками. Вы не помнили? Нет, ничего не помнил. Но этот случай запустил во мне желание продолжать эту волну убийств. Меня поражает еще тот факт, что многие из серийных маньяков – это не шизанутые страшные люди. Они выглядят вполне адекватными, умными и образованными людьми. Многие из них легко втираются к тебе в доверие. Вот взять, к примеру, Теда Банди. Он мог соблазнить вообще любую девушку при помощи своей улыбки и харизмы. Но самое ужасное то, что этот человек был далеко не тем, за кого себя выдавал. Он был настоящим маньяком. Хуже всего то, что многие девушки доверялись ему. Настолько многие, что только по официальным данным Тед Банди совершил 30 убийств. Конечно, я злюсь. Я очень-очень злюсь и негодую. Мне очень не нравится, что меня заперли за то, чего я не совершал. Мне не нравится, что у меня отобрали мою свободу. Мне не нравится, что ко мне относятся как к животному. И мне не нравится, что люди смотрят на меня как на психа. Потому что я не псих. Я повзрослел за последний год. Поверьте мне, я вырос за этот последний год. Вы причиняли кому-нибудь физический вред? Физический вред? Нет. Страшно слушать из первых уст историю убийства или любого другого преступления, но куда ужаснее слышать, как этот же человек опровергает свою вину. Тед Банди в своем интервью утверждал, что он не убивал всех этих людей. Мужчина лицемерно сочувствовал семьям погибших. Наверное, он стремился к помилованию, но, к счастью, доказать свою невиновность ему не удалось. Я думаю, что моя вероятность умереть от расстрела или в газовой камере равна вероятности того, что вы разобьетесь на самолете, возвращаясь домой. Надеюсь, что с вами этого не произойдет. То есть вы не просыпаетесь ночью от этой мысли? Никогда. Серьезно, такого ни разу не было, этого не случалось. Вы не виновны? Виновен ли я? Считаете, что я в 5 лет украл комикс? Я не виновен в том, в чем меня пытаются обвинить. Наверное, самым жестоким и ужасным серийным убийцей можно считать Чарльза Мэнсона. Этот мужчина организовал свою собственную секту под названием «Семья», которая совершала очень громкие преступления. Из-за этого о Чарльзе было снято несколько документальных фильмов. Его история легла в начало сериалов и художественных произведений 21 века, поэтому он до сих пор остается на слуху во всем мире. Вы боитесь смерти? Иногда мне кажется, что я боюсь жизни. Жизнь, вот что меня пугает. Смерть — это просто. Сколько я был в тюрьме? 34 года? 34 года, поэтому... Из 47 вы здесь 34? Я за решеткой. В тюрьме. Уже давно. Всю свою жизнь. Я здесь вырос. Поэтому я понимаю тюрьму, я понимаю себя и могу справиться с этим. Кстати, это еще один случай, когда причиной становления убийцы можно считать детские травмы. Чарльз Мэнсон лично выделяет страшные детские годы. И, как он сам утверждает, это злость и обида, которые кипели внутри него и подтолкнули его на совершение всех преступлений. Но что же такого он сделал, что его считают самым страшным маньяком Америки? Во всем виновата его личная секта. По приказам Чарльза Мэнсона семья совершала убийства и достаточно часто массовые. К примеру, эти ублюдки убили очень известную актрису Шэрон Тейт, когда та была беременна. А в общей сумме от рук сектантов погибло минимум 35 человек. Если честно, меня поражает лицемерие этого человека. Даже имея неопровержимые доказательства его причастности, мужчина по-прежнему продолжал опровергать причастность к убийствам. Если вы отсюда выйдете, то многие считают, что вы снова начнете убивать людей. Снова? У вас, ребята, неверная информация, я никого не убивал. Я не нарушал закон. Судья знает об этом. Но люди не хотят об этом слышать. Судья знает об этом, он умыл руки и сказал, что ничем не может помочь. Люди хотят этого. Судья такого не говорил. Это его слова?
Спасибо за просмотр, берегите близких и до встречи в следующих видеороликах. Пока!